Друзья, мне многие говорят, сними розовые очки, расскажи правду. И я думаю, может, действительно я в розовых очках, и пора их снять. Но знаете что? Очки у меня нормальные. А вот действительно, от кого я устал, это от наших с вами соотечественников, от русских, кто проживает здесь, в Финляндии. И я, наверное, сейчас буду говорить то, что многие боятся сказать. Но я это скажу. И знаете что? Я скажу, что это не все абсолютно. Есть очень хорошие, нормальные люди. Но вот есть такие, которые как заноза в одном месте. И вот именно о таких я сегодня и расскажу. Есть люди, кто проживает здесь уже 10, 15, 20 и больше лет. И эти люди приехали немножко по другим основаниям, большинство из них. И вот такие люди считают, что когда они сюда приехали, в Финляндию, то граница за ними должна закрыться на замок. Коробочка полная. То есть эти люди здесь устроились, обустроили свою жизнь, живут, но хают страну и продолжают здесь жить. И в то же самое время говорят, чтобы, может, они не сильно говорят, но думают, что больше никого в Финляндию пускать не надо, что это и так маленькая страна, и все, избушка на клюшку. То есть, как будто бы зашел человек в автобус и сказал: все, водила, закрывай двери, мне и так комфортно, а все остальные на улице подождут. Нет, такое здесь не прокатит. Есть, конечно, многие люди, кто реально приехал, и, пожалуйста, приезжайте другие, кто действительно понимает, что происходит, как быстро стареет население, и что действительно необходима новая, молодая, рабочая сила. И эти люди сами работают и зарабатывают, и крутятся, вертятся, и получили здесь образование. Кто-то, возможно, подтвердил дипломы свои, но про дипломы мы еще поговорим попозже. Но есть те люди, кто живет здесь, живет за счет государства. Многие из таких, есть многие комментаторы, если вы почитаете комментарии, кто говорит, что я на работу не собираюсь устраиваться. И когда меня пригласят на работу, я буду последний в очереди. И это не один человек, и не два. И такие люди все время говорят, что да чего же маленькие пособия, хотя работать они не хотят. И все время говорят, что я вру, что работы нету, что я вру, что я за квартиру плачу определенную сумму. Но когда я показываю счета, что я плачу действительно такую сумму и делаю ролики по этому поводу, куда же вы тогда деваетесь, уважаемые? Куда вы исчезли? Куда вы испарились? Если вы мне с пеной у рта доказывали, что я не могу платить 600 евро все вместе, включено, за свою квартиру, и когда я выставляю, показываю счет за электричество, счет за квартиру, вы куда-то растворились. Куда? Следующие — это те, кто получил в России высшее образование. Кто-то 2, кто-то даже 3, как пишут в комментариях. И люди обижаются, что почему уже они приехали, а их не встречают здесь с красной ковровой дорожкой. Да, в Финляндии российское образование почти не засчитывается, только часть. И это нужно принять. То есть, когда ты приезжаешь в Финляндию, нужно снять корону с головы, сколько бы у тебя не было образований, и все начинать с чистого листа. Если у меня супруга была в России бухгалтером, здесь она начала все с чистого листа. Я 15 лет отработал юристом, я был практикующим юристом. У меня больше 10 лет опыт руководящей должности. Но сюда приехал, и да, я ношу подносы, как многие говорят, хотя подносы я не ношу. И мне это нравится. И я начал жизнь с чистого листа. И когда я за день слышу 1000 раз спасибо, то мне это действительно нравится. И я понимаю, что со своим образованием здесь я никуда не нужен. Я даже диплом подтверждать не буду. В то же самое время супруга может подтвердить. Но есть другой факт, что большинство тех же самых бухгалтеров здесь работает на аутсорсинге. Если мы с супругой получаем зарплату
точнее работаем в разных абсолютно организациях, абсолютно разной направленности, но зарплату нам насчитывает одна и та же бухгалтерия. Поэтому многие, кто сюда приезжают с образованиями, с 2, с 3, уже довольно-таки состоявшиеся люди, нужно понять, что здесь ты начнешь все с самого начала, с чистого листа. Те же самые врачи, когда приезжают, они в России были врачами, практикующими врачами, но когда они сюда приезжают, они многие начинают с санитаров, с помощников, постепенно обучаясь, подтверждая свой диплом и так далее, но начинают они с самого начала, с нуля. И когда люди полностью здесь уже состоявшиеся, ни одного не видел, чтобы написали в комментариях, как загнивает Финляндия, что полностью здесь огромный кризис, что работы вообще не найти. Люди пишут в комментариях, что сами отучились, дети нашли работу, сходили в армию, нашли работу. Но работы нет. Или вы, может, просто не хотите ее искать, или вам корона на голове мешает идти уборщицей работать. Так в Финляндии уборщица далеко не то же самое, что в России уборщица. А больше скажу, что здесь также уборщицами работают и директора некоторых компаний. У меня мой директор, ей, как говорится, не западло пойти и унитаз помыть, и посуду помыть, и со столов убрать. Хотя я, например, в жизни на работе унитазы не мыл. Я даже полы на работе не мою. У нас это делают отдельные люди. У нас специально заказывается клининг для этого. Но директор иногда моет. Что у нее? Потому что Финляндия это немножко другая страна. Если вы хотите заработать, то Финляндия точно не для того, чтобы заработать. Чем больше ты будешь зарабатывать, тем больше ты будешь отдавать налогов. Чтобы плюс-минус зарплаты уравнять у всех. Да, они будут все равно отличаться. Но не так сильно, например, как в России. Потому что в России, например, в маленьких городах многие получают, даже 30 тысяч рублей не получают. А когда мне все приводят в пример Москву и Санкт-Петербург по 100-150 тысяч, я больше скажу, что у меня есть знакомые люди, кто живут, да, не в самой Москве, а в Подмосковье. И там они на очень хорошей должности получают чуть меньше 100 тысяч рублей, из которых 60 почти отдают только за съемную квартиру. Потому что свою позволить купить не могут, а ипотека слишком дорогая. Если вы углубитесь в финансовые вопросы, то поймете, что переплата по ипотеке и общая стоимость, сумма кредита в Финляндии гораздо ниже, чем в России. Но вы же с пеной у рта будете мне отрицать это. И когда у людей спрашиваю, а покажите мне статистику, а покажите мне то люди имеют свое мнение. Я не против мнения людей. Это ваше мнение, это хорошее мнение. Но любое мнение, если вы сами навязываете эту точку зрения, должно чем-то подтверждаться. Все, что я говорю, я могу подтвердить. В большинстве случаев я так и пишу, что это открытая информация в обычных источниках. Но когда мне говорят, что из-за того, что закрылись границы с Россией, торговля прекратилась, из-за этого Финляндия ушла в кризис. Так вот, экспорт в Россию у Финляндии был менее 5% от общей доли. Менее 5%. Представляете, что такое от бюджета меньше 5%? И сейчас Финляндия все равно торгует с Россией. Только этот процент сократился и стал 1,7%. То есть Финляндия от торговли с Россией потеряла всего лишь 3%. 3% от 100%. Поэтому Финляндия это не та страна, где хочется всем жить богато. Но здесь живут по возможности. Также, если в России русский русскому свой, то как только пересекается граница, это сразу два чужих человека. Потому что один в другом видит врага, как будто бы один у другого хочет отнять работу, ножки у стула подпилить. Он только может спросить, как дела, и мило улыбаться.
но больше ничего. Но потом ты узнаешь, что у тебя за спиной происходит такое, что даже на видео говорить не буду. Поэтому, возможно, многие пишут, что да, в Финляндии нет работы. Ее, может, и действительно нету в том количестве, в котором хотелось бы. Но если поискать, она есть. Да, ее, возможно, нет той, которую хочется именно вам. Есть другая работа. И это тоже работа. И если ты приехал в чужую страну, то не нужно с собой тащить свой менталитет, а нужно осваиваться в этом менталитете. Это как анекдот. Женщину из деревни вывезли, а деревню из женщины нет. Вот здесь то же самое. То есть твой знакомый может прекрасно тебе улыбаться в глаза и говорить, как все хорошо и все прекрасно. Но по факту, когда вы с ним в разных местах, это может быть чуть ли не твой враг. Либо он тебя считает своим самым злостным врагом. Хотя, по сути дела, это далеко не так. Я знаю кучу таких примеров. Хотя люди, по сути дела, кто так считает, уже сложившиеся люди, у них есть прекрасная работа, есть семья здесь, дети учатся. Но люди реально считают, русский русского считают здесь конкурентом. Может, не врагом, но конкурентом. Тебе фин поможет быстрее, нежели русский. Опять же, повторюсь, что это не все, есть действительно нормальные люди. Но есть не очень. Поэтому я думаю, вы также с такими же встречались. Если да, напишите в комментариях, просто интересно, сколько таких людей. И я знаю, что мне писали, что две девочки вместе учились, вместе обучались, чуть ли не разлей вода. Подругами были, но стоило им переехать сюда, два почти врага. Ну, может не врага, но конкурента точно. Ну и последнее, это, наверное, вишенка на торте. Это так называемые псевдопатриоты. То есть те люди, которые пишут, зачем я сравниваю Финляндию с Россией, да какое я имею право на это. Да какая вам разница, какое я имею право? Ну а раз уж хотите это слышать, то я в России платил налоги. И сейчас, будучи живя в Финляндии, я плачу налоги. И я хочу видеть, куда они уходят. И в России я, например, большую часть не видел. А здесь я вижу. И когда я узнаю, что сумма налогов, отчислений почти одинаковая, что в России, что в Финляндии, мне, естественно, от этого становится больно. И сравнивание, как люди говорят, которые пишут комментарии, когда ты сравниваешь, это называется предательство. Нет, это не предательство. Это нормальный, здравый смысл. Потому что этим живет весь мир, чтобы что-то сравнивать. Кто-то сравнивает машины, кто-то сравнивает телефоны, а я сравниваю жизнь. В двух странах, в России и Финляндии. И больше нигде не сравниваю, потому что про другие страны я сказать не могу. Так вот, если для всех людей это нормально, то для псевдопатриотов это ненормально. А потому что они не ищут здравый смысл, они ищут врага. Им нужен враг. И если я сказал что-то хорошее про Финляндию, то я автоматически становлюсь врагом. И даже становлюсь врагом для тех, кто живет здесь, в Финляндии. Вот именно как раз те, кто живут, как я уже говорил, больше 15, 10, 20 лет. В большинстве случаев. Не для всех. Но есть такие люди. Причем эти люди также топят за Россию. Как там хорошо? Я не спорю, в России хорошо. В России классная природа. В России очень много хороших мест. Но я не сравниваю природу. Я сравниваю конкретные вещи. И когда люди пишут, что там так хорошо, ну так что же вы здесь-то сидите? Понимаю, тяжело, здесь жили, здесь все делали, поэтому здесь освоились. Но тогда начните проявлять свой патриотизм с малого. Откажитесь вот от этих заморских штучек. И те, кто в России живет, могут то же самое сказать. Будете говорить, что все сделано в России? Давайте возьмем просто, что сделано в Финляндии. Большинство сотовых вышек, например,
работать на оборудовании Nokia. Да, телефоны Nokia теперь почти не производят, а оборудование для сотовых вышек, которое находится в России, производит только две фирмы. Это Huawei и Nokia. И большая часть вышек, почти 50 на 50, оборудована оборудованием Nokia. Масло масляное, но вы поняли меня. А также, если вы просто открываете на кухне сушильный шкаф, то вот эти вот полочки в сушильном шкафу придуманы финнами. Смешно. Откажитесь от телефонов, раз вы такие патриоты. Сотовый телефон. Либо купите тот сотовый телефон, который сделан в России. А да, их нет таких. Вот беда-то. Так тогда зачем вы мне говорите, что зачем я сравниваю, почему я сравниваю, что я не патриот, когда вы сами изначально тогда не патриоты? Или вы мне можете сказать, что я заработал, я позволю себе купить? Так тогда и я заработал. И могу позволить себе купить. И могу тогда сравнивать. Если уж тогда идти до конца. А так какой-то у вас странный патриотизм получается. Здесь я патриот, а здесь нет. Смешно. Поэтому, друзья, вы даже не представляете, что эта страна для меня значит. Я не буду вдаваться в подробности. Возможно, когда-нибудь я все-таки открою небольшой секрет и расскажу. Открою вам так называемую свою тайну, что меня связывает с этой страной и почему я переехал именно в Финляндию. И в действительности я мог переехать сюда довольно-таки давно. Эта страна дала нам определенные возможности, определенный смысл жизни. Я даже скажу маленькую ремарку, что я здесь понял, что такое выходные, что такое нормированный рабочий день. Это, кстати, к тому, что многие говорят, что в России можно заработать, да и в Финляндии можно заработать. Только в Финляндии почти никто не перерабатывает, а в России ты не можешь заработать столько же за 8-часовой рабочий день. Обычный 8-часовой рабочий день. Посчитайте вот все, у кого сколько зарплата выходит рабочий час в России. Час. Потому что я знаю, что многие в России работают и по 12 часов, и по 13, и по 10 часов. Далеко не ходить. У меня у супруги, да, хорошая была зарплата. И у меня была хорошая зарплата. Только мы не работали по 8 часов. Она работала почти без отпусков, а я работал плюс-минус по 12 часов. Иногда даже ночью меня поднимали из дома, и мне приходилось ехать на работу. Здесь я перестал это ощущать, что мне кто-то позвонит ночью, меня поднимут, сорвут, и без разницы, в каком я состоянии, болею, не болею, надо. Здесь я понимаю, если у меня есть график, я его знаю заранее, то я понимаю, что завтра мне никуда не надо, у меня выходной. Даже если мне позвонят и попросят выйти на работу, я здесь могу смело сказать нет. В России я этого сказать не мог. Поэтому, знаете, друзья, когда кто-то сюда приезжает, либо живет здесь и считает, что ему все и все должны, то меня это действительно очень сильно задевает. А на этом все. Подписывайтесь и всем пока.